Всем привет! Мы продолжаем на нашем канале готовить блюда молдавской кухни. Сегодня мы будем готовить вертуты из лаваша. В Молдавии вертуты готовят с разными начинками. Самая популярная начинка – это соленый творог с укропчиком. Также готовят с картошкой, с капустой. Но мы сегодня будем готовить сладенькие вертуты, которые очень любят дети. Вертуты мы будем готовить из яблочка и тыквы. Тесто по этому рецепту получается настолько нежным, тонким, вкусным, что очень тяжело отличить такие вертуты из лаваша от вертут, изготовленных из домашнего теста. Рецепт довольно простой и быстрый. Итак, начинаем готовить. Для приготовления наших вертут нам понадобится тонкий лаваш. 2 листика я взяла, 1 листик для вертут с яблочком, другой листик для вертуты с тыквой. Также нам понадобится сметанка, сахара 150 грамм, маргарин и корица. Итак, начинаем готовить наши вертуты. Тыкву натираем на крупную терку. Тыквы где-то нам понадобится 350-400 грамм. На тертую тыкву добавляем 2 сверху столовые ложки сахара. Если любите слаще, можно добавить больше. И размешиваем вилочкой, так, чтобы тыква пустила сок. Хорошо размешиваем. Пока тыква будет настаиваться, мы разложим наш лаваш и намажем его маргарином и сметанкой. Смазываем наш лаваш маргарином. Маргарин предварительно лучше нагреть, или он должен полежать при комнатной температуре пару часов. Вот эти 2 края оставляем по сантиметру, не мажем. Остальное все смазываем тонким слоем, потому что лаваш очень тонкий, поэтому маргарин тонким слоем накладываем. Также берем сметанку. Я специально взяла сметану в пакете, так ее проще распределять по лавашу. Делаем тоненькую дырочку, так вот распределяем. Это экономия времени, чтобы ее так долго не размазывать. Сочетание маргарина со сметанкой дает вкусное нежное тесто, многослойное. И совсем не будет похоже на то, что вы делали эти вертуты из лаваша. Поэтому прежде чем ложить, я сжимаю этот сок и выкладываю на лист лаваша. С одной стороны мы выкладываем больше начинки, с другой меньше. Не забываем отжимать сок. Сок нам не нужен, потому что иначе лаваш расползется. Так вот я выложила нашу начинку. Здесь больше, здесь меньше. Потому что здесь иначе, если выложить больше, она потом, когда запекается в духовке, она может порваться. Лаваш может порваться, потому что он тонкий. Итак, закручиваем рулет. Рулет мы закручиваем очень осторожно, чтобы лаваш не порвать, не испортить. Плотно сильно не надо. Вот так вот легко, аккуратненько закручиваем. Льем на противень подсолнечное масло, смазываем. Можно стелить фольгу, если нет времени мыть противень, можно на противень, как хотите. И выкладываем наш рулетик. Рулетик тоже можно смазать маслом сверху. Немножко погодя, мы потом сверху смажем еще крепким чаем сладким. И ставим выпекаться в духовку на 25 минут. 2 крупных яблочка, очищенных от кожуры, натираем на терочку крупную, пока у нас наш рулет с тыквы печется. На крупную терку трем яблоки. И принцип приготовления такой же, как рулета с тыквой. Яблоко натерли. Теперь добавляем сверху 2 столовых ложки сахара. И добавляем пол чайной ложечки корицы. Яблочко с корицей очень хорошо сочетается. Для вертуты с яблочком делаем все то же самое. Выкладываем начинку из яблочка. Так же, как и на тыквенный лаваш. С одной стороны больше, с другой меньше. Закручиваем яблочный рулет и убираем его в духовку на фольгу. Так же, как тыквенный, выпекаться на 30 минут. Итак, вертута из тыквы уже готова. Она немного остыла. Сейчас будем резать и выкладывать на тарелочку. Тесто получилось очень нежное, мягкое, сочное. Посыпаем их сахарной пудрой, пока они тепленькие. Такие вот вертуты у нас получились. Очень вкусные.
нежные, сочные, из тонкого теста. Обязательно попробуйте приготовить по этому рецепту и не забудьте подписаться на наш канал. Если понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь нашими рецептами с друзьями. До новых встреч!